И вот такая модель у меня получилась. И сейчас она поедет к своему заказчику. И я очень рада, что обычно в начале такого видео я бы показала коробку с новой моделью и рассказала бы, как я буду ее собирать, и пообещала какой-нибудь необычный результат. Но сегодня коробки не будет. Сегодня я хочу честно рассказать, почему моя попытка превратить моделизм в полноценный бизнес фактически провалилась. Почему у меня дома лежат готовые модели, которые никто не забирает. Почему работа, которая должна была спасти мой канал после отключения монетизации, постепенно начала тянуть его вниз. И главное, что я собираюсь делать дальше. Сразу скажу, моделизм я не брошу, и канал закрывать я точно не собираюсь. Наоборот, впереди будет больше интересных и необычных проектов. Просто теперь я хочу заниматься тем, что мне действительно нравится. Когда на YouTube пропала монетизация, для меня это стало серьезным ударом. Канал для меня не был просто развлечением. Он позволял мне заниматься любимым делом, покупать модели, снимать видео и развивать мастерскую. И при этом чувствовать, что моя работа приносит пользу. Но доход исчез, а расходы точно никуда не делись. Но в моей ситуации YouTube был практически единственным доступным источником заработка, связанным с творчеством. Поэтому нужно было срочно искать другой вариант. И тогда решение оказалось вполне логичным. Если видео больше не приносит доход, значит нужно зарабатывать непосредственно на моделях, и я начала активно принимать заказы. И на первый взгляд схема была практически идеальной, и она работала. Заказчик оплачивает модель и мою работу. Я получаю материал для канала, зрители смотрят новую сборку, и все довольны. И не нужно постоянно покупать наборы за свои деньги, а результат сразу находит своего владельца. И какое-то время это действительно работало. Особенно много заказов было в позапрошлом году, но и в прошлом тоже. И в какой-то момент мне даже казалось, что я нашла устойчивую модель заработка, и теперь я могу спокойно заниматься любимым делом. Но постепенно начали появляться проблемы, которые сначала казались мелочами, а сейчас одна из них стала настолько серьезной, что мне пришлось полностью пересмотреть всю стратегию. И на данный момент у меня больше 6 готовых заказов, которые до сих пор не оплачены полностью. Работа выполнена на 100%, модели собраны, покрашены, иногда даже сделаны специальные доработки именно под желание конкретного человека. Но заказчики постепенно и внезапно перестают выходить на связь. Кто-то говорит, что он находится в другом городе, кто-то обещает забрать модель через неделю, а потом еще через неделю, а потом еще и через месяц. Ну а кто-то просто читает сообщения и молчит. Предоплата внесена, но оставшуюся сумму люди не переводят и забирать свою готовую модель тоже не торопятся. И вот здесь возникает неприятный вопрос, что делать с моделью, которая создавалась специально под одного заказчика. Например, человек мог попросить определенный номер, редкую окраску или конкретную надпись, или даже копию знакомой ему машины. Но другому покупателю такая работа может быть и не нужна, и продать ее по полной стоимости будет практически невозможно, но разобрать модель обратно тоже нельзя. И в итоге деньги на материалы потрачены, несколько недель работы тоже потрачены. Ну а место в мастерской занято, а заработка нет. Конечно, я могу ошибаться в причинах, и, возможно, у людей действительно изменились обстоятельства. Возможно, стало сложнее с деньгами. Но когда подобная ситуация происходит сразу с несколькими заказами, это уже не случайность, а это системная проблема. И неплатежи далеко не единственная причина, почему эта схема перестала работать. Еще одна проблема, о которой обычно не говорят, это когда ты постоянно делаешь модели на заказ, очень быстро перестаешь выбирать, что тебе действительно интересно собирать. Ты собираешь то, что заказали. Сначала это даже увлекает. Приходят необычные задачи, новые прототипы, интересные пожелания. Ну а потом появляются модели, которые приходится делать сериями. Например, МТЗ-82, КАМАЗ К5 и снова КАМАЗ, а потом еще один КАМАЗ, и потом почти такой же КАМАЗ, только теперь другого цвета. И я ничего не имею против этих машин. Более того, первый раз работать над такой моделью действительно очень интересно. Можно разобраться в конструкции, найти фотографии, придумать способ покраски и показать зрителям новые приемы. Но когда ты собираешь подряд 5 или 6 почти одинаковых моделей, творчество постепенно превращается в настоящее производство. И как моделисту мне становится скучно. Ну и как блогеру мне тоже становится еще сложнее, потому что я прекрасно понимаю, что зритель тоже не хочет смотреть 8 видео о сборке одной и той же машины, которая отличается, например, только цветом кабины или просто номером на двери. Можно снять один хороший ролик, возможно, второй, но дальше это уже будет не развитие канала, а повторение пройденного. И здесь возникает довольно странный эффект.
Чем больше времени я тратил на заказы, чтобы заработать деньги на развитие канала, тем слабее становился сам канал. Потому что модели выбирались не по интересу зрителей и тем более не по моему желанию, а только по запросам конкретного заказчика. И многие из этих работ слишком нишевые, они могут быть очень интересны и важны для одного человека, но для широкой аудитории о них просто нечего рассказать. Просмотры стали снижаться, новые видео все хуже заходили зрителям, и постепенно я теряла темп. Ну а потом произошло то, что окончательно заставило меня задуматься. Несколько роликов, которые я сделала вообще без расчета на заработок, зашли именно лучше заказных проектов. Например, это видео про модель Су-37. Я делала ее просто ради интереса. Это был в хорошем смысле эксперимент. Это была немножко шутка и возможность собрать что-то действительно необычное. И я не пыталась угодить заказчику, я даже не думала, сколько стоить будет готовая работа. И в этот раз ролик зашел отлично. Вам понравилась и сама модель, и понравилась история, и понравилось, что я действительно увлечена тем, что происходит в кадре. И похожая ситуация случилась и с Кюбельвагеном. Его я тоже собирала для себя, спокойно выбирала внешний вид, прорабатывала интересные решения, и я не думала о том, сколько часов уже потрачено, и вписываюсь ли я в бюджет заказа. Это видео хорошо вы приняли. И, собственно, получается довольно простой вывод. Когда я сама получаю удовольствие от проекта, это чувствуется и в ролике. Мне проще найти интересную историю, придумать подачу, показать необычную деталь. И я не просто отрабатываю очередной заказ, а я действительно хочу поделиться результатом. И такие видео интереснее делать, и, как казалось, за ними интереснее смотреть и наблюдать. И тут мы снова возвращаемся к главной проблеме. Интересный ролик может собирать просмотры, однако сами просмотры сейчас практически не приносят денег. С рекламой тоже ситуация стала намного сложнее. В период с 20 по 21 годы и даже в начале 22 рекламодателей было заметно больше. Можно было договориться с магазинами, производителями инструментов, красок и моделей. Но сейчас предложений практически нет. Ну а российские видеоплощадки что-то начисляют, но чаще всего это совсем небольшие суммы, которых даже недостаточно для регулярной покупки наборов или же расходных материалов. И эта проблема касается не только моего канала. Весь русскоязычный сегмент модельного блогинга заметно уменьшился. Многие старые авторы практически перестали выпускать видео. Кто-то ушел полностью, а кто-то выкладывает ролики только раз в год. Новых сильных каналов тоже появилось не так много. Конечно, остались авторы, которые продолжают делать действительно качественный контент, но уже такого большого и активного сообщества, которое существовало несколько лет назад, уже практически нет. Украинские моделисты по очевидным причинам либо практически перестали выпускать видео, либо перешли на украинский язык. Их аудитория тоже изменилась, и в итоге некогда большое пространство распалось на несколько небольших сегментов. Есть еще одна сложная тема – это современные военные конфликты. Среди заказов довольно часто появляются диорамы и техника на тему СВО. И с точки зрения моделизма там может быть много интересных деталей. Необычные доработки или полевой камуфляж, противодронные конструкции, повреждения, реальная история, конечно, конкретной машины. Но для видеоплатформ это крайне сложная тема. YouTube может ограничить продвижение таких роликов. Зрители реагируют очень полярно. Причем споры начинаются независимо от того, какую технику и с какой стороны ты показываешь. И даже на российских площадках под такими работами часто появляется много негатива. И в итоге ты тратишь недели на сложную модель, выпускаешь видео, а потом вместо обсуждения самой работы получаешь политический спор. И поэтому круг заказов, из которых можно сделать интересный и безопасный для канала материал, становится все меньше. Хотя справедливости ради скажу, что действительно классных заказов у меня было довольно много. Например, катер Г5. Это очень необычная и запоминающаяся модель. Были интересные диорамы. Недавно я делала свадебную буханку с кольцами. И вот такие проекты мне действительно нравятся, потому что в них есть история, необычная задача и возможность придумать что-то свое. Кстати, ролик про свадебную буханку обязательно посмотрите, если вы его не видели. Работа получилась не самой большой, но зато самая нестандартная и необычная. Но однако построить весь заработок только на интересных заказах и редких практически невозможно. И здесь появляется еще одна проблема – это масштабирование. Физически я могу качественно сделать, например, 4-5 моделей в месяц. Можно попробовать собрать быстрее, но тогда неизбежно начнет страдать качество. А превращать мастерскую в конвейер мне тоже не хочется. Средняя стоимость моей работы составляет примерно от 10 до 15 тысяч рублей. И речь идет именно о работе. Я не всегда включаю в эту стоимость саму модель, а также дополнительные наборы, краски, химию, а также доставка и другие расходы. Я пробовала поднимать цены,
Но как стоимость становилась заметно выше, количество желающих резко уменьшалось и, можно сказать, превращалось в ноль. Теоретически можно получить большой заказ на 40 или 50 тысяч рублей, но такая работа может занять 2 или даже 3 месяца. И все это время остается риск, что заказчик задержит оплату или вообще перестанет отвечать и выходить на связь. И поэтому я хочу спросить коллег, которые тоже собирают модели на заказ, сколько сейчас стоит ваша работа, какую предоплату вы берете, отдаете ли вы готовую модель только после полной оплаты и как поступаете, если заказчик просто пропадает. Обязательно об этом напишите в комментариях. Я думаю, что ваш опыт будет полезен не только мне. Ну а теперь самое важное. Несмотря на все проблемы, я не собираюсь бросать моделизм. Наоборот, я хочу вернуть каналу то, чего в последнее время ему не хватало. Это интересные модели, необычные истории, проекты, и которые я действительно сама хочу сделать. Ну а заказы, которые у меня находятся в работе, я обязательно закончу. И среди них есть несколько интересных моделей, которые точно появятся на канале. Но новых заказов станет значительно меньше. Я больше не хочу превращать канал в бесконечную ленту одинаковых КАМАЗов только потому, что за них кто-то готов заплатить. Я хочу снова собирать модели ради самой идеи, искать необычный прототип и возвращаться к военной технике, автомобилям и авиации. И делать проекты, после которых хочется не сразу открывать следующую коробку, а еще несколько дней рассматривать готовую модель и удивляться, как это так у меня получилось собрать такой необычный экземпляр. И осталась только одна проблема – где брать деньги на развитие канала. И здесь я вспомнила, что вообще-то по первому образованию я инженер, и я умею программировать. И поэтому вместо того, чтобы окончательно превращать моделизм в конвейер, я решила попробовать построить другой проект. Тот, который сможет развиваться отдельно от количества моделей, физически собранных моими руками. И вот так-то и появился Panzer Schreck. Это карточная онлайн-игра о бронетехнике Второй мировой войны. В ней можно собирать свою колоду, использовать реальные танки и самоходные установки, а также сражаться с противником на тактическом поле и постепенно открывать новые карты. При этом я стараюсь сделать игру так, чтобы техника отличалась не только картинками, но и также характеристиками. У разных классов есть свои особенности, возможности передвижения и применения техники в бою. Проект уже работает. В Panzer Schreck можно играть бесплатно прямо в браузере. Также доступно онлайн-приложение на Android. И это не история о том, что теперь каждый зритель обязан что-то купить. Нет, игру можно просто попробовать, открыть и провести несколько боев бесплатно. И для меня это тоже будет большой поддержкой. Если вы просто зайдете, зарегистрируетесь и напишите, что вам понравилось, но что действительно стоит мне исправить. Ссылочки на браузерную версию и также на Android-приложение я оставлю в описании. По сути, сейчас начинается новый этап. Моделизм остается на канале, но я больше не хочу, чтобы каждый проект зависел от заказчика, который может просто исчезнуть. И я хочу снова делать модели, которые интересно собирать мне и интересно смотреть вам. А развитие игры, возможно, позволит мне не зависеть от случайных заказов и практически отсутствующей монетизации видеоплатформ. И я не знаю, сработает ли моя новая стратегия. После опыта с заказными моделями я уже не хочу делать слишком уверенные прогнозы. Но одно я понимаю точно, продолжать работать по старой схеме точно больше нельзя. Поэтому напишите в комментариях, какие проекты вы бы хотели увидеть на моем канале. Больше необычной техники, а может быть авиация или гражданские автомобили, а может быть экспериментальные машины, или может быть больше диорам с интересной историей. Напишите. И обязательно попробуйте Panzer Schreck. И возможно именно с вашей первой партии начнется новая глава на моем канале.